Добрый вечер, Фант Игоревич. Добрый вечер, Жеврин. Да. Ну, Обмениваемся мнением по поводу мыслей, которые возникли по голове. Башалах. да. Ну вот у меня есть несколько, сейчас я открою соответствующие страницы. Ну, эта глава, как и все вот несколько предшествующих глав, несколько глав после, это такие ключевые главы, как говорится, нашей жизни, да. Вот. И а- они полны информации, понимаете, которую надо э, читать, перечитывать, думать. И вот я хочу начать с самого начала. А именно, посмотрите, здесь глава 13, посук 17. А, «Теперь, когда фараон отпустил народ, Бог не повел их дорогой через страну филистимлян, хотя это было ближе. Ибо сказал Бог, народ может передумать при виде войны и возвратиться в Египет. Поэтому Бог повел народ кружным путем через пустыню к Красному морю». Вы знаете, я когда-то давно, первый раз, когда это читал, но это было очень давно, вы знаете, меня это совершенно поразило. Эта фраза. М, Здесь есть комментарий, значит, в Торе Плаута есть комментарий, что Бог не хотел, чтобы они увидели кости 200 000 ефремитян, покинувших Египет в прошлом и нашедших смерть на Приморской дороге. Понимаете, для меня это другое было. Это просто сразу призыв к стратегическому мышлению. То есть надо взвешивать все последствия и принимать решения. Но при этом, понимаете, ну, Всевышний сказал, идем этой дорогой, и все, кто бы стал там возникать, понимаете? Но здесь это в Торе открытым текстом это сказано, понимаете, причины и объяснения, да? И 18-й это самое пасук, поэтому Бог повел народ кружным путем через пустыню к Красному морю. То есть объяснение, решение, вот это вот как-то очень было, значит, для меня это вот. И дальше. Посмотрите, здесь это, мы с вами эту главу, если я правильно помню, записывали, об этом говорили, но я хотел бы повторить. Вот 14.4, глава 14, пошел 4, там я ожесточусь сердце фараона, и он погонится за ними. Я прославлюсь я, покарав фараона и все войско его, и узнаете египтяне, что я Господь. Вот мне кажется, я не знаю, еще раз, вот я хочу это повторить, нет ли там перевода, который не прославлюсь, а почувствует народ силу мою, или вот, ну, что-то вот такое, понимаете? Когда будет текст, слово «прославлюсь», понимаете, вот в данном конкретном случае нет ли этого аналога какого-то, так сказать, чтобы так перевести, потому что на самом деле ведь что происходит? Ведь они же уходят из Египта, и как мы еще видели, и как мы увидим еще, в каких-то людях твердой такой бесповоротной веры, как у Моисея, нет. И вот здесь нужно их убедить, да, вот чтобы народ почувствовал силу мою, так сказать, вот не славу, а именно не прославлюсь, а силу мою. Ну вот я не знаю, это вот у меня все время просится, значит, такое вот.
Скажите пасук еще раз. Да, это значит 14:4. Угу. Так, теперь 14:15. У меня есть такое интересное замечание здесь. Сейчас, минуточку. Вот. Между прочим, это слово «прославлюсь», кстати, оно есть очень много раз встречает, так сказать, в этой главе. Да, вот. Да. Да. Теперь, сейчас, где мы? Ну, 14, 15, 14. Да, вот, 14:19, я просто, извините, неправильно записал. Смотрите. Ангел Божий, шедший перед воинством Израиля, двигался теперь позади них, переместился из столпа облачный, что ранее двигался перед ними и стал позади их. И вот здесь, в этом самом в комментариях Плаута, как раз к 19-му пасуку написано: остается неясным, какова функция облака в этом случае, поскольку оно тоже переместилось из авангарда в тыл, замыкая шествие. Вот для меня здесь как-то вот этого сомнения нет здесь. И вот почему? Сзади идут египтяне, да? И если вот это облако, переместившееся назад, на самом деле оно защищает нас, оно в каком-то смысле говорит вам: идите вперед, иначе бы, так сказать, люди просто все время бы назад смотрели, вы понимаете? Здесь мы совершенно уверенно себя чувствуем, вот он столб, вот оно облако, можно идти, понимаете? Вот, мне кажется, это очень важный момент, и здесь для меня как-то нет сомнения. Вот. Дальше, значит, ну, это Шиат Хаям, это, ну что сказать, 4000 лет поем эту песню, я читаю, и каждый раз, так сказать, у меня, вы знаете, вот такое удовольствие, такое вот, как бы сказать, это вот искусство такое, вот знаете, вот, ну, даже слово искусство как-то у меня не очень годится. Здесь это настолько вот здорово, настолько вот проникновенно все сказано. Вот. И хочу сказать, что это вот. И, наконец, вот этот Амалек и Иешуа, значит, это самое. Я здесь много чего мог бы сказать, но вот Амалек и Иешуа, почему надо помнить? Вот здесь предписано помнить. Значит, на самом деле это помнить несправедливо. Тоже, на мой взгляд, это великое вот, дидактическое, если угодно, компонента Торы. Понимаете? Что это вот была несправедливость, ведь народ шел просто, никого не трогал, шел по пустыне, так сказать, да? И вот решено, значит, народ, Амалек решил народ уничтожить. Вот, и вот это пасук
21, да, по-моему, 14-21. Вот мне кажется, что вот почему надо помнить, это вот именно потому, что была жесткая такая несправедливость. Вот. Ну, пожалуй, на сегодня, наверное, все я сказал. Да. Спасибо. Да. По поводу первого замечания, что повел он окружной дорогой. У нас с вами не то чтобы противоречия здесь нет, никакого противоречия. У нас есть уточнение. И было, когда отпустил фараон народ, не повел он всесильный через страну Плештим, потому что короток этот путь. Ибо сказал всесильный, не передумал бы народ при виде войны. Какой войны? Еще пока ничего не понятно с Плештим. Мы потом знаем, сейчас до этого момента нету, что Плештим – это агрессивный народ греческого происхождения, филистимляне, и что дорога эта, она действительно, эта дорога, это путь, который ведет из Египта в Вавилонию, он идет вдоль берега. Это широкая, большая полоса земли, удобная для того, чтобы прошли войска, целые войска. Часто воевали одна страна с другой, и там можно было пройти по этой долине перед морем, можно было пройти легко. Но дело в том, что филистимляне или Плештим занимали не всю ширину, вот рядом с Ашдодом, сектор Газа, как мы его сейчас называем, его можно было обойти, то есть не нападая на самих филистимлян, обойти через Кнаанскую землю, потому что сами филистимляне и кнаанеи, в общем-то, дружить особенно не дружили. В то время вообще дружба была редкостью, поэтому можно было попроситься пройти через Кнаан, а то и заключить какие-то сделки, то ли с плештимлянами против Кнаанеев, то ли с Кнаанеев. Мы можем только представлять себе этот путь. Действительно, он короткий, там можно за 2-3 недели, даже небольшим, неспешным шагом можно было пройти. Но дело в том, что вы правильно совершенно замечаете, что это стратегическое решение. Стратегическое в том смысле, что если египтяне погонятся, а они потом, мы знаем, что они погонятся, то мы получаем с точки зрения войны двойную проблему. Мы сталкиваемся, предположим, с Плештим или Кнаанеями, воюем или не воюем, проходим с ними, но сзади нас уже подпирает Египет. То есть никому не пожелаешь такой ситуации, когда война ведется на два фронта. Это одна история, которую мы можем себе только представить. Второе. Всевышний знает, а как же ему не знать, что этот народ 200 лет как минимум, а по другим предположениям 400 лет, никогда не воевал. Никогда не воевал. И семья Якова даже не воевала, кроме Шимона и Леви, которые вырезали город. Мы не знаем других сражений. То есть опыта войны вообще никакого нет. Поэтому опыта ведения переговоров тоже, потому что
200 лет просто послушания, выполнение работы от обеда до обеда. И все. Поэтому бросать в пекло политических событий или военных событий было еще рано. Амаликитяне, которые встречаются, их было не так много. Это небольшое племя. И те 600 тысяч, пусть даже неопытных воинов, они все равно в конечном итоге победили амаликитян. С помощью Всевышнего, Байзрат Ашем, конечно, но победили. А вот плештимляне – это уже был многочисленный народ, тем более кнаании и тем более египтяне. И то есть мы опять-таки можем только предположить, Всевышний отвлекает израильтян, посылает их к морю Суф, потому что море Суф является защитой. Мы потом уже узнаем о том, что оно раздвигается, что оно не евреи победили. Ведь не евреи победили. Конечно, это все И вот получается, что если забросить между Сылой и Харибдой, если забросить между кнаниями, там, плештимлянами и Египтом, зажать, в общем-то, еще робкое войско, то помочь будет, ну, я не знаю, сколько чудес еще надо будет сделать, чтобы помочь, чтобы научить. Времени нет. Короткий путь. Времени нет научить. Да. А вот вернуть и использовать море как защиту, да, он возвращает, чтобы защитить народ. Да-да. Я хотел здесь одну даже вставочку сделать, знаете, какого рода. Всевышний, даже если бы они пошли бы тем путем, коротким путем, он бы все равно народ защитил бы. Здесь стратегическая цель такая. Но само видение с двух сторон, так сказать, войск, которые спереди и сзади, понимаете, это могло сломать просто вот те крохи надежды и вот ростки веры, которые, так сказать, вот сейчас люди приобретают, понимаете? Вот это сомнение, которое бы зародилось, испуг и так далее. И вот здесь вот стратегическое решение, вот я говорю, которое вот для меня это вот, как бы сказать, в этой великой книге, значит, прямо открытым текстом написано «Думайте о последствиях», да, вот, понимаете? Да, и по поводу, это уже психологическая защита. Опять-таки, мы можем только представлять себе. Столб облачный шел впереди их. Мы на первой странице это читаем, что шел впереди их. А потом Всевышний разделяет его и говорит о том, что будет впереди и сзади. Ну, не хочется думать как о шорах, но хочется думать еще одна забота. Если впереди море, то народ бы сказал, куда мы идем, и они видят ведущий столб. Если сзади войска, ой, за нами гонятся, какое-то время он закрывает, от египтян закрывает, и египтян закрывает, и от моря закрывает, и море закрывает. Какое-то время ему нужно, чтобы они просто спокойно дошли до точки, в которой совершится чудо, в которой они спасутся, и вот раньше времени не пугать, потому что страх как раз может просто бросить их обратно назад и сдаться. Да. И он заботится, зная, что еще пока не он. Это ребенок, народ ребенок, и он боится того и другого, и как вот отец иногда закрывает или прижимает голову ребенка к себе, чтобы тот не видел вот чего-то. Да. Это такое вот он немножко Всевышний выступает как нянька в каком-то смысле, потому что он совсем молоденький, совсем неопытный, и поэтому нужно тут чуть-чуть понянчиться. Это правда. Столб впереди и сзади. Вы спрашивали по поводу слова «прославлюсь». «Прославлюсь». У нас очень часто переводят это слово как «прославлюсь».
например, да, я имею в виду какое слово? Кавод. И кавед. Я прославлюсь. И кавед. И это префикс будущего. Я. Вот. И кавед, кавод. Это переводится вот как слава. Всевышний говорит, я накрою тебя, ставит Моше в расщелину скалы, говорит, я накрою тебя ладошкой, и кавод, мой кавод. То есть он не может показаться, он говорит, нельзя меня увидеть в лицо, только кавод мой пройдет перед тобой. В современном языке корень кавед означает уважение. Часто вы можете услышать выражение «квод арав», уважаемый раввин, или «квод адони», уважаемый господин. Кавод – это уважение, но кавод еще имеет перевод как вес. И вот вес – это то, что больше соответствует не столько славе, а славе здесь вообще нет. Переводят как славу. Да, именно вот так. Замечательно. Вот Да. и народ почувствует силу мою, так сказать, и вот вес мой. Именно так, когда говорят человек весомый или весомый аргумент, имеется в виду сильный аргумент, весомый, это значит, вот человек набирает вес, он становится, набирает, ну, не физически, естественно, набирает политический вес, научный вес, и становится лидером, и становится ведущим. То есть его трудно опрокинуть на лопатки, его трудно, так сказать, аргументировать что-то. Да, да. И вот слово «кавод» – это вес. Поэтому он говорит, они увидят, вы правильно говорите, что можно в этом смысле кавод как мощь. То есть мы имеем что-то тяжелое, большое, несдвигаемое, и мы часто обращаемся к Богу, говорим «цур хаейну», цур – это скала, вот что-то весомое, цур, на что можно опереться, хаейна нашей жизни, опора нашей жизни. И вот кавед – это что-то вот как цур, как огромная скала, которая имеет вес и несдвигаема. Вот ее нельзя сдвинуть. Так что здесь все правильно. Может быть, слово «прославлюсь», понимаете, оно немножко занижает здесь. Да. Мы слово «прославлюсь» немножко как-то вот контекстно иначе употребляем, и оно занижает пафос, что ли, вот всего этого повествования. А вот народ почувствует силу мою, вес, мощь. Да, вот тогда все становится на свое место. Абсолютно верно. В русском языке «прославлюсь» может даже иметь и негативный окрас. Да, в каком-то смысле иногда может. Да. Это просто перевод, это трудности русского языка. Хотя в английский тоже переводят как «glory», вот, но на английском, да, glory, правильно. Glory тоже, это не тот контекст. Да. И поэтому, конечно, лучше использовать, взять словарь, посмотреть все места, где слово «квод» употребляется, сам корень «квод» употребляется, и тогда интонация в иврите будет интонация чуть-чуть с другим окрасом, скорее надежность, несгибаемость, несокрушимость. Вот хорошие слова, которые можно было сюда привести. Конечно. Вот. И память об Амалеке. Здесь тоже в переводе написано удивительное. Запиши на память. То есть запиши, чтобы помнить. Вот. А в иврите здесь написано «ктов» – это приказ, это императив. «Ктов» – запиши. «Зот» – это «это». «Эту» – женский род. Запиши эту зикарон. Запиши эту не на память, а запиши эту память.
Понятно. Это совсем другой нюанс. Не для того, чтобы помнить, а это особое памятное событие. Поэтому ты об этом напиши, ты запиши. Не столько о чем, чтобы помнить, в смысле, чтобы помнить, это будешь помнить в будущем времени. Нет, запиши эту память. Зикаон, Да. бессефер, в Это, книгу. Тут чуть-чуть нюанс, и уже по-другому ты чувствуешь. Это нельзя забыть. Это и есть память. да, да. Вот это то, что ты запишешь, это и есть самое важное. И это, Не забудь, мы часто говорим, запиши это, что война Бога с Амалеком носишь, да? Не забудь. Ну вот чуть-чуть нюанс, но чувствуешь это уже по-другому. Это существительное. Зикаон – это существительное. И глагол «эт» – это имеется в виду вот это, зод, вернее. Зод не глагол. Кто в это глагол? А зод указание, вот эту память запиши, это вы знаете. Опять-таки, это вот как ковод, они прославятся, как вес, они вот существенное, вот это да, существенное это потому что это критическое событие было. Только что мы избавились от да, всего, и вдруг вот это да, несправедливое абсолютно нападение. И вот да. это действительно запиши эту память. Вот Это, вот это это вот критическое совершенно событие, это правда. верно. Это Да. абсолютно верно. И еще Вот. одну вещь я забыл сказать, это Да. опять же вот это значит соблюдение субботы даже вот в этих условиях, когда, так сказать, М, народ м, голодает, манна падает, и чудо, которое, что в этот самый накануне две меры падают, собираются, так сказать, а субботу соблюдай. Вот это тоже это очень, так сказать, важный Да. момент. Я не знаю, имел ли Хемингуэй друзей евреев, разговаривал он с ними о чем-то таком существенном еврейском, не знаю. Но он написал потрясающую книгу, у которой еще более потрясающее название. «Праздник, который всегда с тобой». Да. Праздник, который всегда с тобой. Это то, что мы часто упоминаем. Я в проповедях, и мы в разговорах говорим. Самое трудное – научиться, это хасидская идея, но она очень правильная. Самое трудное – научиться слышать, чувствовать присутствие Бога постоянно. Он не отходит, не приходит. Он всегда, Да, ну, да, да, так да. сказать, в какой форме мы не знаем, то ли это ангел-хранитель, то ли, но он всегда рядом с тобой. И вот само ощущение, что что-то у тебя постоянно и что-то тебя защищает, это невероятное чувство, которое может достичь человек. И суббота – это знак между мною и тобою. Он говорит о субботе. Это будет знаком между мной и народом Израиля. Ну да, потом И это открыто. суббота – это свидетельство. Да. Мало того, хас выхалила Мепранах будет сказано в тюрьме ли, в армии ли, в пустыне ли, где-то потерялся там что-то, где-то там самолет не tal сел или корабль не там причалил. Не бывает такого, что суббота ушла. У тебя нет еды, а суббота не уменьшается. У тебя некомфортные условия. Суббота от этого не становится меньше. Это божественный знак. Особое время. Вот поэтому оно ненарушимо. Потому что если ты его перестанешь соблюдать, то в этот момент ты решаешься опоры, знака нет, и тогда, как правило, с человеком это происходит, он становится, ну, скажем так, неуверенным, то, что называется невухим, это люди, которые из стороны в сторону пошатываются, не находя себе успокоения. А вот суббота позволяет. Поэтому война, обед по расписанию, война, суббота – это всегда останавливаешься, и у тебя наступает этот праздник, который является знаком. Вот его значение, самое большое его значение, что как только мы встречаем субботу,
мы получаем знак, он с нами. Мы Да, доказываем ему, что мы это помним, а он доказывает нам, потому что он в этот момент дает нам вторую душу, то есть отдых душевный. Это это вот самое то важное, что самое, что у происходит. нас, вот это соединительные вот эти ткани. Без этого нельзя, иначе бы это было бы очень абстрактно и могло стать очень отчужденным. А это как раз вот то самое, вот, что мы вместе, понимаете, да. Вот это для меня тоже всегда это, Это очень важно. да. Посыл такой. Ладно, хорошо. Тогда Хорошо. большое спасибо Вам да, спасибо большое огромное. спасибо за беседу. И до следующей главы. Спасибо большое, До Олег. свидания. До Счастливо. Шаббат свидания. шалом. Шаббат шалом.